Андрей любил прогуливаться по лесу, разговаривать с деревьями, наблюдать за животными, слушать пение птиц. И вот однажды, делая обход, Андрей услышал звуки выстрелов. Он невольно пригнулся, начал прислушиваться. В какой стороне слышатся звуки? Еще рано для охоты, сезон не начался. Скорее всего, это браконьеры. Нужно их выследить и наказать. Нельзя так относиться к природе. Определив, откуда слышно выстрелы, Андрей побежал в ту сторону, но увидел только отъезжающий автомобиль. Даже номера не успел разглядеть. Бежать за ними не было смысла, пешком их точно не догнать. Он решил еще немного пройтись, проверить, никого ли браконьеры не ранили. Не пройдя и 100 шагов, парень услышал тихое поскуливание. Он поспешил к тому месту, откуда доносился звук, и в кустах он увидел волка. Тот был ранен и тяжело дышал. Андрей присел на корточки и попытался разглядеть, куда попала пуля. Она попала животному в лопатку и прошла на вылет. Попытавшись приблизиться и не обращая на угрожающее рычание внимания, он заметил, что это была волчица, к тому же беременна, живот вздымался, как после длительного бега. Кровь лилась из раны, не останавливаясь. Парень застыл, не зная, как правильно поступить. Сначала было подумал, что лучше добить волчицу, чтобы та не мучилась, а потом решил, что нужно посмотреть, можно ли ей помочь. Если это возможно, он обязательно ее вылечит. Волчица как будто поняла, что сейчас ей придет конец. Она посмотрела на приближающегося к ней человека угасающими глазами и опустила голову, всем своим видом показывая, чтобы тот не медлил, стрелял. Но Андрей все-таки решил дать ей шанс выжить. Подойдя к волчице поближе, он взял ее на руки. Животное из последних сил попыталось зарычать, то ли от того, что подошел человек, то ли от боли. Волки сами по себе очень крупные животные, а эта волчица была еще и беременна, поэтому Андрею с каждым шагом было все тяжелее, но он не сдавался. Выйдя из леса на дорогу, ведущую к дому, он встретил Юлю. Девушка переполошилась, увидев, кто у него на руках. Но узнав, что случилось, отложила все свои дела и засеменила рядом, чтобы помочь вылечить зверя. Они обустроили место для волчицы в сарае, и Андрей приступил к лечению. Он внимательно осмотрел рану, проверил, не осталось ли в ней пуля, потом аккуратно, чтобы не причинить лишнюю боль, перебинтовал лопатку. У Юли недавно болела собака, остались антибиотики. После лечения, вспомнив о них, девушка быстро побежала домой и принесла. Волчице повезло, что Андрей нашел ее и быстро оказал необходимую помощь. Иначе она стекла бы кровью и погибла вместе с нерожденными детенышами. Все это время волчица лишь тихонько постановала, не пытаясь ни укусить, ни вырваться, ни зарычать на Андрея. Животное понимало, что от нее сейчас ничего не зависит, ее либо вылечат, либо убьют. Выбора у нее не оставалось, так как она уже была не в состоянии защитить ни себя, ни своих малышей. Поэтому приняла судьбу и ждала. Но, как оказалось, люди ей помогали. И когда перевязали рану, Андрей поставил перед носом чашу с молоком. Волчица все поняла, благодарно посмотрела в глаза и лизнула руку. Так она, наверное, хотела выразить человеку благодарность за свое спасение. Волчице становилось все лучше и лучше. Через некоторое время она смогла понемногу вставать, выходить из сарая. Конечно же, она напугала местных жителей. Кто же не боится волка? Но Андрей уверял соседей, что его подопечная не опасна, она никого не тронет, потому что ранена и даже за себя не в состоянии постоять, так как слабо. Андрей очень привязался к зверю. Он даже дал ей имя Жулька. Не один месяц он занимался ее лечением. Через некоторое время у нее родились волчата, их было всего 3. Такие маленькие серые комочки. Мамаша стала все чаще и чаще выходить из сарая, чтобы добыть детям пищу. Однако сельчане очень беспокоились по этому поводу, думали, что волк будет охотиться на домашних животных. Но к удивлению и большому облегчению людей, волчица ходила охотиться только в лес, тащила оттуда то зайцев, то куропаток, то еще какую-то мелкую дичь, чтобы прокормить своих детей. Аппетит у них был, как говорят, волчий. Жулька за это время настолько привыкла к Андрею, что подпускала его к себе довольно близко, не высказывала беспокойства. Единственное, не разрешала подходить к волчатам. Но парень не настаивал, он прекрасно знал животных и знал, что не стоит трогать детей на глазах у матери, ведь та может расценить это как угрозу их жизни.
С наступлением весны Жулька вместе с волчатами ушла в лес. Андрей не препятствовал их уходу, понимал, что дикому зверю лучше жить в дикой природе. Естественно, он немножко по ней тосковал, но с природой не поспоришь. Понемногу он стал забывать о волчице. Ведь у него в жизни были и другие хлопоты. Но Жулька каждый год приходит к Андрею и своим воем благодарит его за спасение. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, обязательно пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. До свидания.